Под ярким летним солнцем группа друзей собралась провести день на пляже возле отдаленного участка песка. По прибытии они заметили необычное скопление черных камней у самой кромки воды. Любопытство побудило их подойти ближе, чтобы исследовать странное образование, которое казалось чужеродным на фоне золотого песка. Их первоначальное развлечение быстро сменилось ужасом, когда они поняли, что это вовсе не камни, а нечто гораздо более зловещее. «Посмотрите на это!» – воскликнул Аман, указывая на черные камни у воды. Он начал осторожно двигаться в их сторону, но его подруга Анна попыталась остановить его, однако Аман ее не услышал, или, по крайней мере, сделал вид, что не слышит, и приблизился слишком близко. Внезапный дрожащий крик Аманна разнесся по всему пляжу, привлекая внимание почти всех отдыхающих. «Мои ноги! Мои ноги!» — кричал он, хватаясь за ногу и думая, что чувствует теплую кровь, струящуюся по пальцам рук. Но это была не его кровь. После этого лицо Анны стало расплываться, звуки начали исчезать, и вскоре все погрузилось в темноту. Но что это были за странные камни? Что случилось с Аманом, и сможет ли он поправиться? Перед тем, как продолжить, нажмите кнопку «Мне нравится», обязательно подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, а также включите уведомления, чтобы не пропустить новые истории. «Не стойте без дела! Скорее вызывайте скорую!» — закричала Анна на своих друзей, которые замерли у своих полотенец, словно оцепенев. Все они быстро нашли телефоны и одновременно набрали 911. «Сколько времени ждем скорую?» — вскрикнула она, обращаясь к друзьям. Те кричали разные сроки в ответ, и это никак не помогало. Аман медленно начал приходить в сознание, но вскоре снова застонал от боли. Внезапно кто-то издал крик боли сдалека. Оказалось, что другой человек, привлеченный любопытством, прикоснулся к черным камням. Это была пожилая женщина, которая сразу же бросилась к воде, чтобы смыть с руки зловещий налет. После промывания она почувствовала облегчение, и Анна решила взять из своей сумки бутылку с водой. Она не могла отнести Амана к морю, поэтому полив водой стал следующей лучшей идеей. Однако, как только она полила им руки и ноги Амана, он вновь застонал от боли, и, казалось, ситуация ухудшалась. Анна уже не знала, что делать, и Аман видел это на ее лице. Она попыталась отойти с его пути, но была слишком медленна. Аман резко оттолкнул ее в сторону, оставив на ее плече след черной слизи с руки. Анна почувствовала жжение, которое быстро распространилось по всей плече, словно кожа горела огнем. Ее глаза наполнились слезами, и она закричала от боли. Ситуация напоминала сцену из фильма ужасов. Вскоре все больше и больше людей стали кричать и жаловаться на боль после прикосновения к черным камням. И никто не понимал, почему. Наконец скорая помощь подъехала, мигалки мигали, сирены выли, а парамедики выскочили из автомобилей, спеша оценить обстановку. «Нам нужна подмога!» — кричал один из них в радиостанцию, оглядывая раненых на пляже. Аман корчился в агонии на песке, а Анна пыталась его успокоить, несмотря на собственную боль. Парамедик начал сортировать пострадавших, быстро понимая, что их слишком много для имеющихся ресурсов. «Мы вызвали подкрепление», — объявил главный парамедик, осматривая пляж. «Но это займет время». Пляж превратился в хаотичную сцену страха и боли. Анна бережно подложила голову Амана на колени, пытаясь удержать его в сознании. «Держись, Аман!» — шептала она, в голосе слышалась собственная боль. Парамедики делают все возможное, но им нужно больше ресурсов и как можно скорее. «Помогите, моя дочь!» В панике закричала мать, привлекая внимание парамедиков к маленькой девочке, которая держалась за руку и горько плакала. Парамедики поспешили к ней, поняв, что помощь нужна немедленно.
«Сначала мы отвезем ее в больницу», — сказал один из них, осторожно поднимая девочку. Мать следовала за ними со слезами на глазах. Когда закрылись двери скорой, Анна и остальные смотрели в надежде, что помощь скоро придет и к Аману. Крики Амана становились все отчаяннее, когда скорая уезжала с маленькой девочкой. «Пожалуйста, кто-нибудь помогите ему», — умоляла Анна, ее голос дрожал. Оставшиеся парамедики пытались ее успокоить, но были физически истощены. Боль Амана было невозможно вынести, и Анна чувствовала свою беспомощность. «Все будет хорошо», — шептала она, сжимая его руку, ощущая тепло и отечность от черной слизи, покрывавшей ее. Один из парамедиков остался, решив разобраться, что стало причиной бедствия. Он осторожно подошел к черным камням в перчатках и маске, присев рядом и внимательно осмотрев субстанцию, отмечая ее странные, почти живые свойства. «Это неестественно», — пробормотал он, взяв образец. Он не переставал бросать взгляды на страдающих отдыхающих, понимая, что раскрыть тайну камней – ключ к остановке распространения боли. Боль в плече Анны с каждой минутой усиливалась, жжение распространялось, затрудняя дыхание. «Больно очень», – шептала она со слезами на глазах. Она пыталась сосредоточиться на Амане, который все еще стонал, но боль в плече была невыносимой. Каждое дыхание казалось огнем, и ей надо было действовать, пока боль полностью не одолела ее. В отчаянии Анна пошла к морю, сжимая плечо. Слизь словно горела все сильнее с каждым шагом. «Держись, Аман!» — звала она дрожащим голосом. Она зашла в воду, надеясь, что соленая вода поможет. Прохладные волны ласкали ее ноги. Она опустилась на колени, погрузив плечо в воду, молясь о снятии боли, тяжело дыша, когда морская вода коснулась обожженной слизи. Морская вода принесла Анне некоторое облегчение. Она почувствовала слабое уменьшение жжения, достаточно, чтобы перевести дух. «Слава Богу!» – прошептала она, голова была полна мыслей. Она обрызгала себя водой еще раз, и боль немного унялась. Она обернулась к пляжу, увидев Амана, все еще мучительно стонущего. Морская вода могла стать ключом к его исцелению, но нужно было найти способ доставить ее к нему. Глаза Анны упали на группу детей, играющих с ведерками рядом. Они смеялись, наполняя сосуды водой и строя песчаные замки. В голове у нее возникла идея. «Вот оно», — подумала она. «Если я смогу взять эти ведерки, я смогу принести морскую воду Аману. Это может помочь облегчить его страдания». С решимостью Анна побежала к детям. Она схватила ведерки и помчалась к берегу, погрузила их в воду, обрызгавшись сама в процессе. Сердце колотилось, пока она наполняла сосуды и быстро возвращалась к Аману. Опустившись рядом с ним, она начала поливать морской водой его спину. Вода смыла липкую слизь, постепенно растворяя ее. Дыхание Амана было тяжелым, но вода, казалось, приносила облегчение. Анна продолжала промывать черное вещество трясящимися руками. Покрасневшая и воспаленная кожа под ней внушала надежду. Лечение работает. Тем временем парамедик собирал образцы странных черных камней, помещая их в контейнеры для анализа. «Нужно понять, что это?» – пробормотал он, наблюдая за происходящим. Вскоре раздались сирены. Подъехали дополнительные машины скорой помощи. Их мигалки добавляли срочности и надежды. Парамедики рассеялись по пляжу, оказывая помощь пострадавшим. Анна махала им, направляя к стону Амана. Полиция оцепила территорию, отгораживая людей от загадочных камней. Порядок начал возвращаться на пляж. Анна наблюдала, как скорая помощь увозила пострадавших, надеясь, что Аман получит необходимое лечение. Один из парамедиков обработал плечо Анны, наложив специальный раствор и аккуратно забинтовав его. «Это поможет», —
сказал он. Анна поморщилась от боли, но кивнула в знак благодарности. Люди помогали друг другу, и казалось, что худшее теперь позади. Анна сопроводила Аманна в больницу, не желая оставлять его одного. Она оставалась рядом, когда его везли внутрь. Ее присутствие было спокойным и решительным. Вечером происшествие на пляже попало в новости. Необычное событие на местном пляже привело к нескольким пострадавшим, сообщила ведущая, пока на экране мелькали хаотичные кадры. Анна смотрела на Аманна, который спал беспокойно, ощущая глубокую потребность в ясности не только для него, но и для всех пострадавших. Сидя у его постели, она заметила появление красных зудящих пятен на руке Лишеки. Сначала она не обращала внимания, расчесывая их автоматически, но зуд усиливался. Встревоженная, она позвала медсестру. Медсестра быстро осмотрела руку. «Вот вам средство», — сказала она, вскоре вернувшись с охлаждающей мазью. Анна нанесла мазь и почувствовала мгновенное облегчение, но тревога осталась. В тот вечер она вернулась домой, ее мысли не давали покоя. «Что это было?» — прошептала она себе Мнастыкугинама. Она не могла уснуть. На следующий день Анна вновь пришла в больницу, сердце бешено колотилось в груди, когда она шла по стерильным коридорам. «Пожалуйста, поправляйся», — шептала Онния, отодвигая дверь палаты Аманна. Он сидел в постели, выглядел намного лучше, чем раньше. «Анна», — сказал он слабой улыбкой. Облегчение охватило ее. «Ты выглядишь намного лучше», — «О», — сказала она с благодарностью. Он кивнул. «За мной хорошо ухаживают». Анна осталась у его секво постели, понимая, что их путь еще не закончен. Странные события оставили после себя не только физические раны, но и тайну, которую еще предстоит раскрыть. В полдень к ним пришел полицейский с новостями. «Мы установили источник слизи», — объявил он. «Эти странные черные камни оказались черными пятнистыми морскими огурцами». Офицер продолжил, объясняя, что морские огурцы выделяют токсин под названием галатурин в качестве защиты от хищников. Он предназначен отпугивать врагов, но вызывает сильные реакции на человеческой коже. Анна кивнула, постепенно понимая картину. «Значит, это оно жгло нашу кожу?» «Да», — подтвердил офицер. «Даже небольшое количество вызывает сильную боль и раздражение». Аман морщился при воспоминании. «Неудивительно, что так больно». Анна спросила, как так много морских огурцов оказалось на берегу. «Мы пока не знаем», — признался офицер. «Такое массовое появление — редкость». Тайна усугублялась. Полиция не могла объяснить массовое скопление, но расследование продолжалось. «Мы никогда не видели ничего подобного», — сказал офицер. «Сейчас вовлечены морские специалисты, но разбирательство может занять время». Вскоре на пляж прибыли биологи в защитном снаряжении и аккуратно собирали морских огурцов. Зрители наблюдали, как животных помещали в контейнеры и уносили. «Мы перемещаем их в более безопасную среду обитания», — пояснил ведущий биолог. Анна почувствовала облегчение, зная, что профессионалы контролируют ситуацию. «Надеюсь, это поможет предотвратить новые несчастья, сказала Анауа. Аман кивнул, будучи благодарным за то, что опасность взята под контроль. Аман и другие пострадавшие постепенно полностью выздоровели. «Ты хорошо восстанавливаешься», — сказал врач на приеме. Анна испытала глубокое облегчение. В больнице обсуждали выздоровление, что принесло чувство завершенности после странного и болезненного опыта. Пляж оставался закрытым до тех пор,
пока власти не объявили его безопасным. Ограждения и предупреждающие таблички не пускали людей, а спасатели патрулировали территорию. Анна и Аман согласились с мерами предосторожности. «Лучше перестраховаться, Гэй», — сказал Аман. Между тем ученые и экологи начали более тщательное исследование внезапного появления морских огурцов. «Нужно понять, что стало причиной», — отметил один из исследователей. Средства массовой информации освещали их работу, информируя общественность. Анна и Амман следили за каждым обновлением, стремясь понять масштаб произошедшего. В итоге они вместе вернулись на пляж. Песок был чист, море спокойно. «Хорошо вернуться», — улыбнулась Анна, ступая на берег. Они разложили полотенца и тихо наслаждались спокойствием. «За новое начало», — сказал Аман, поднимая бутылку с водой. Их дружба укрепилась после общего испытания. Они часто вспоминали происшествия, черпая силы друг в друге. «Мы многое пережили», — заметил Аман. «И стали только сильнее», — ответила Анна. Их связь стала символом стойкости, напоминая, что поддержка и взаимопомощь могут возникнуть даже в самых трудных моментах. Хотя пляж выглядел как прежде, память о том дне жила в сердцах. Местные по-прежнему рассказывали об этом, обмениваясь историями и теориями. Анна и Аман стали знакомыми лицами в этих разговорах, тихими героями, которые встретились с неизвестным и пережили. «Это то, что мы никогда не забудем», — сказала Анна, глядя на волны. Пляж, когда-то ставший местом опасности, теперь был символом мужества, дружбы и исцеления.